На 30-м этаже стеклянного небоскреба в центре Сиэтла все замерло. До начала переговоров с китайскими инвесторами оставались считанные минуты, а профессиональный переводчик внезапно отменил участие из-за личной трагедии. Контракт на $200 миллионов, к которому шли 2 года, теперь висел на волоске. Генеральный директор компании Northwood Technologies Майкл Харрисон стоял у окна, напряженно глядя на облачный горизонт, и ощущал, как все, что они готовили, может рассыпаться. Когда началась паника, неожиданно заговорила уборщица. Женщина в серой форме, которую все знали лишь как тихую, неприметную работницу, подошла и спокойно сказала, что владеет несколькими китайскими диалектами. Ее звали Кимберли Брукс Ким для краткости. Она училась на востоковеда, но бросила университет, чтобы ухаживать за больной матерью, устроившись на простую работу. В течение 3 лет она убиралась в этом здании, оставаясь почти невидимой. Но в этот день шагнула вперед. Майкл позволил ей попробовать. Через несколько минут она уже стояла рядом с ним в переговорной, уверенно переводя с мандаринского. Она не просто передавала слова, она передавала смысл, нюансы, интонации. Встреча прошла гладко. Делегация осталась довольна. Все могло бы закончиться на этом. Но в коридорах шептались. Одна из руководителей, Мелисса Грейс, та самая, кто годами руководила отделом стратегии, на следующий день выступила с саркастичным замечанием о том, что переводчица вчера еще драила полы. Это не осталось незамеченным. Ким ничего не ответила, но внутри у нее все изменилось. В ее квартире уже была собрана коллекция документов и записей. Сначала для самозащиты, а потом, чтобы понять, как глубоко идет гниль в этой системе. После встречи с мистером Ли, главой китайской делегации, она решила, что больше не будет молчать. Она поделилась частью информации с Ли. Он, впечатленный ее работой, предложил помощь, юридическую защиту и независимую экспертную позицию для внутреннего расследования в компании. За несколько недель Ким с его поддержкой собрала и структурировала материалы, от расовой дискриминации до хищений и манипуляций с тендерами. Все с подписями, скриншотами и датами. На закрытом заседании совета директоров она представила дело. Доказательства были неоспоримы. Мелисса пыталась обвинить ее во лжи, но юридический отдел уже подтвердил подлинность файлов. Ее немедленно уволили, а Ким назначили новым директором по внутреннему контролю и этике. Через полгода Northwood удвоил прибыль. Ким окончила университет, запустила стипендию для студентов из небогатых семей и стала символом перемен. Ее имя появилось в списке самых уважаемых женщин года. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.